В небольшом городке на границе с заповедником жизнь семьи Миллеров напоминала сказку. Каждое утро начиналось с одного и того же удивительного ритуала. Когда Марк прогревал машину перед выездом на работу, из густой опушки леса выходил огромный бурый медведь. Зверь усаживался на задние лапы и, словно старый добрый сосед, начинал размеренно махать передней лапой. Жена Марка Элен и их маленькая дочь Лили в восторге припадали к окну, отвечая лесному гиганту тем же. Видео с самым вежливым медведем в мире разлетались по сети, а экологи лишь разводили руками, списывая все на необычную форму привыкания к людям. Медведя прозвали Барни. Он стал практически членом семьи, символом их гармонии с дикой природой. Элен даже стала оставлять для него корзинку с фруктами, которые Барни аккуратно забирал, когда люди скрывались за дверью. Однако Марка, человека по натуре подозрительного и внимательного к деталям, не оставляло странное чувство тревоги. Его смущала математическая точность движений зверя. Барни появлялся ровно в 8:15, делал ровно 12 взмахов и исчезал в одном и том же месте, никогда не задерживаясь ради лишнего яблока. Однажды утром Марк решил не ехать в офис. Сделав вид, что уезжает, он припарковал машину за поворотом, вооружился мощным биноклем и кружным путем пробрался в лес, заняв позицию на холме прямо над местом приветствия. Когда стрелки часов сошлись на привычной отметке, Барни вышел из чащи. Сверху Марку открылся вид, который не был доступен из окон дома. Приглядевшись через линзы бинокля, Марк почувствовал, как по спине пробежал холод. На затылке медведя, скрытая под густым слоем искусственно спутавшейся шерсти, виднелась тонкая металлическая пластина с едва заметным мигающим индикатором. Но самое страшное обнаружилось в кустах, где обычно стоял медведь. Там, на старом пне, была установлена высокотехнологичная направленная антенна и камера, объектив которой смотрел прямо в панорамное окно их гостиной. В тот момент, когда Барни начал махать лапой, Марк заметил, что движения зверя сопровождаются едва слышным механическим жужжанием. Это не было жестом дружбы. Медведь был живым биороботом, дистанционно управляемым устройством, а его махание лапой служило сигналом для передачи накопленных данных с камер слежения. Все это время их семейная идиллия была лишь прикрытием для чьей-то масштабной слежки. Обернувшись, Марк увидел в лесу еще несколько едва заметных датчиков. Сказка о добром соседе рассыпалась в прах, оставив после себя лишь горькое осознание того, что в современном мире даже дикая природа может оказаться всего лишь инструментом в чужих руках.